Всем привет! Приехала на рыбалочку. Будем сегодня тестировать новое тесто. Заказал я 3 пробника, ну по 100 грамм теста. Так же само будем новый аксессуар испробовать сегодня на рыбалочке. Очень полезный. Так что смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Погнали! Сяду я на то же самое место, что в предыдущей рыбалочке. Тут хорошее место, я почистил, как раз для себя ж сделал. Идеально просто. Смотрите, тишина. 6 утра, птички поют, солнышко встает. Вообще просто погодка. До завтра просто дождь придают, и может это сегодня целый день будет тишина, затишье. Но с утра очень красиво. А там в облаках, как солнышко, восход вообще такой красивый. Что смотрите. Сейчас разложимся, достанем. Будем же ловить, как обычно, херабуну. Мне очень понравилась эта рыбалочка на херабуну. Что вот так, особенно тесто их не нравится. Сейчас будем новое сегодня пробовать. Испытывать тесто. Тест проводить. Такие вот 3 теста я заказал. Смотрите, вот они. 3 таких теста. Так, я еще название не полностью лучше. Смотрите, полевой секрет. Вот. Это вообще какое-то необычное тесто. Я посмотрю, ну, нужно хорошо сегодня испытать. Старый призрак, клубника. Тоже 100 грамм. И вот это тоже 100 грамм. Еще тесто. Старый призрак. Быстрая атака. 2 номер. Рыбный запах. Вот тоже необычно. Попробуем. Все тоже буду замешивать 1 к 1. Тут даже вот на пачке написано 1 к 1. Вот. Стаканчики нарисованы. Стаканчик. Берем емкость. Попробуем с вот этого первого. Форма. Что это за тесто такое? Оп. Распаковочка. Мусор с собой. Так, первый аромат. Ой-ой-ой. Напоминает, слышно, как макуха есть. Вот по запаху уже слышно, макуха тут есть. Так, забыл же. Воздух запустил. Так надо перемешать все. Вдруг с завода я шло. Просто по очереди насыпалось, а надо все это перемешать. Еще раз открываем и нюхаем. Такой тоже сладенький, как будто запах. Сейчас будем замешивать. Будем по чуть-чуть замешивать. Этого, все 3 теста по чуть-чуть замешивать. Так, клац. Есть. Глютенчик достаем. Глютенчик, как обычно. Ну такой вот. Кингфиш вроде так называется. Высыпаем. Очень вообще, очень мало. 10% насыпем. Так, вот так оно получается, смотрите. Оно плохо, наверное, вам видно. Такая вот красота. Хорошо все размешиваем. На сухую все месим хорошо. По емкости. И теперь добавляем водички. 1 к 1, не забывайте, 1 к 1. Я почти, в принципе, все замешу 1 к 1. Так, сливаем чуть-чуть много. Примерно запомню, сколько было. Лучше не долить, чем
перелить. Правильно? Теперь тоже мешаем, мешаем. Вот что значит на глаз. На глаз, оказывается, видите, на глаз надо все-таки емкость все равно приобрести. Добавим ничего, пока еще не настоялось. Я же примерно знаю, как оно может быть. Может, это новое тесто по-другому, ну я лучше чуть добавил еще, потому что сильно жидкая была. Все, ну прям ярко-ярко такое красное. Солнышко уже сходит. Не забывайте, смотрите видео до конца, я там еще покажу аксессуар, какой приобрел я для рыбалочки. Я вам говорю, очень полезный. Это мой первый такой аксессуар. Что смотрите. Все, тебе даемся 15 минут настояться ему. Ну пока разложимся, она должна подойти уже. Вот так вот такая фракция получается. Вот так она идет. Не сильная крупная фракция. Ну я знаю, на карпа там крупная фракция идет. Достаем. Смотрите, я самодельное кольцо придумал сюда, ну вот приделал колечко. Тут были отверстия, я сюда колечко вставил. Это для того, чтобы у меня есть шнурочек, но его, наверное, с собой не брал. Это если идти на карпа или на какой-то более крупный карась, где я знаю именно прям такой, что удочку может тащить. Это цепляется за это колечко, цепляется, и потом за рогачик цепляется, или за какую-то палочку, ну чтобы типа удочку не утянуло, потому что отвернешься, закладцу, удочка поплыла. Она очень легенькая удочка. Карась, если там, не знаю, может килограмм 500, я думаю, может утащить ее, эту удочку. Так что вот колечко такое придумал. Также еще доработка вот для удочки. Ну, с Китая заказывал, китайцы молодцы. Чуть меньше размера прислали удочку. И получается, она тут внутри, если так транспортировать, она, слышите, болтается. Я снизу этот поролончик положил. И сверху поролончик вставил, вот такой поролончик вставил, чтобы оно, если билось, только поролон не стучало как раз. Это моя первая такая маха удочка, без колец, легенькая удочка. Так что нормально, мне пойдет. По сравнению, которые раньше у меня были тяжелые, они у меня сейчас есть. Те удочки. Теперь вот так клац. Ну как зацеплять кончик, я думаю, тут штопорок, кончик надо этот, на эту нитку. Я думаю, рассказывать не надо, я думаю, ну тут ничего тяжелого нету. Если нужно, пишите комментарии, я вам покажу, расскажу, как цеплять. Ну, тут вообще тяжелого ничего, не на удавку затягиваете петелечку. И все, и теперь разлаживаем. В принципе, я же говорю, тут все и разлаживаем. Чем нравится махова, тут колец нету, ничего никогда не перепутается. Если даже запуталась около удочки, так покрутил, ее подергал, и она распуталась. Люди некоторые рассказывают, купили маховую, говорю, попробовали без колец, им как-то не понравилось, они взяли кольца, поприделывали, уже доработали, кольца на маховую удочку добавили. Вот. У меня поплавочек получается без вот этой, ну, поролончика без вот этого, видите, вот такой вот поплавочек, сейчас достану пока. Вот такой, который бегает. Но мне не нравится, она бывает чуть как заедает, вода бывает грязненькая, оно бывает заедает вот этот поплавочек тут. Теперь берем, ну я обычно ластик использую, резинку стирательную от карандаша, для карандаша, как вам удобно. Вот, ну, так можно на как быструю руку взять кусочек глины, там кусочек грязи какой-то, грузочек, короче. Можно и грузок. Есть специально покупные, но так зачем мне запариться это? Я могу он кусочек грязи повесил. Вот так, 2 крючка одеваем в этот кусочек грязи. И просто и закидываем, пока
поплавок не встанет, как вам нужно там, например, 2 деления от самого верха. Вот примерно место выбираете, куда вы будете закидывать примерно. Вот, закинули. Если полностью тонул, значит маленькая глубина. Значит еще больше делаем. И тогда так и закидывайте, пока поплавок не как вам нужно не станет. И все. Это значит, нижний крючок будет лежать на дне, а верхний крючок, который выше, он будет ну, от дна оторванный. И все. Закинули. Вот так вы настроили глубину. Ну тут я, получается, я же говорю, тут карась не вредный, он тут, ну, тут на любой глубине клюет, хоть с самого верха клюет. Так что я тут не прям на дно ложу. Потому что оно пока до дна доходит, он может съесть даже эту приманку. Я небольшую глубину тут ставлю, наверное, может, например, полметра, может, от дна отрываю. И вообще идеальный карасик, все работает. Кто-то там может писать, что не работает, все работает. Я же говорю, тут, мне кажется, самое главное в херабуне это тесто, поплавок и вот эта сама оснастка, как сделана. Да, можно на тесто ловить на другой поплавок, который, ну, на удочку, которую вы всю жизнь ловили, там поплавок, там тяжеленький такой поплавочек, там грузок сами может там сделали. На более грубую. Это более просто как тоненькая рыбалочка. Прям тут легкие колебания, уже видите, что клюет. И когда тесто съедает, например, с одного крючка, поплавок всплывает. Вы видите, что на 2 деления всплыло, и все, и стоит. Значит, тесто одно съели. Если полностью всплывает, вы уже примерно уже будете знать, на каком делении, ну, визуально, где уже поплавок есть тесто, нету теста. На крючке, и все. Это прикольно. Я же говорю, я много уже примеров видел, так возле меня рядом, прям вот тут вот метр от меня сидели люди, вот ловили на обычное, вот у них ничего не клюет. Да, они на другую наживку. Потом я им дал тесто попробовать. Они на тесто сидели тут, у них тоже не клювало. Очень долго клювало, бывало, может и клювало, но они не видели. Тесто же оно нежное как. И все. У них только было видно, когда он уже заглотил и потянул. Или прям дернул хорошо. Да, только было видно. Вот так вот. Тесто уже подходит. Сейчас мы это тесто вот так поразрываем на кусочки, чтобы оно напиталось воздухом, кислородом, насыщилось. Тогда будет появляться волокна. Все, так теперь собираем. В комочек собираем и отложим, например, в другую емкость, чтобы нам другие теста замешать, чтобы каждое нужно попробовать же сегодня. Как мы без этого? Тут, в принципе, я почему-то что-то догадываюсь, что тут будет на любое тесто брать. Это же карась голодный. Тут его много очень, этого карася. Хищника тут нету, я не видел. Мне сказали, что тут есть хищник. Я приехал покидать в лесной, кидал. Я даже не видел. Я сколько лет тут нахожусь, я ни разу тут не видел ни щуку, ни окуня. И не ловил ни разу. А я с самого детства сюда езжу. Так что вот так. Теперь берем мы другое тесто. Сейчас сразу распаковочку. Возьмем вот это рыбный запах, быстрая атака, старый призрак, быстрая атака. Вот, а тут плохо, вот мне не нравятся такие теста. Без застежек. Вот тут та застежка была. Так там 120 грамм, да, вроде. Это без застежки. Ну ничего, открываем. Небольшой краешек оторвем сейчас сначала. Перемешаем. А вот так мы будем, зачем нам полностью? Будем как кофе открывать. Открыли кофе. Так, положили сразу. Нюхаем. Такой, более запах горьковатый такой. Правда, как мак-кофе какой-то. Не, слышно слегка, да, рыбный запах рыбы. Посмотрим, сейчас будем так, емкость берем. Берем сухую. У меня емкости много такие, стаканчики. Вот берем другую емкость. Если оно что-то там мокрое. Не, в принципе, можно. Да не, давай возьмем. Тоже немного сыпем. Или много не будем, потому что
То есть я сейчас все замешу по полной емкости такой. Я, если тесто, чтобы все словить, я просто не люблю оставлять на следующие рыбалки тесто. Я лучше каждый раз свежее буду замешивать. А сюда прищепочку, так и все, и будет храниться нормально. Так. Тоже, но это более светлее емкость. И тут я вижу пылящие кусочки теста. У меня такой есть тоже быстрая атака, там где пылящие. Такие ломтики, как хлопья какие-то. Так, высыпаем. Берем сюда тоже чуть-чуть глютенчика. Я везде добавляю глютенчик. Так. Тоже процентов 10. Вообще мало добавляю. И все тщательно перемешиваем. Да, прикольный запах тоже. Ну, я говорю, более такая горьковатая такая. Такой запах сейчас. Теперь водички. Теперь я вспомнил, сколько там было водички. Да, вот так вообще. Ну, вам может не видно. Вот вообще мало-мало. Льем. И перемешиваем. Да, на такую емкость скажет, а что там того теста. Оно сейчас подбухнет, набухнет и мне подойдет. Мне чисто, я же говорю, попробовать. Тесто. Обычно я люблю миксы делать. Микс это стопроцентный будет клев на это тесто. Если микс. Ну так все свернули. Да, его вообще получилось мало как раз. Ну, я же говорю. Ну, похоже, как я замешивал красный червь есть. Тесто у меня тоже 100 граммового, красный червь. Вот так оно получилось, смотрите. Я же говорю, вообще тут на дне, но я чисто попробовать. Я думал, оно разбухнет, оно, смотрите, как сколько насыпал, столько чуть-чуть увеличилось. Подождем, может разбухнет. И все, пусть настаивается. У меня, смотрите, у меня все это типа, как по-домашнему все. Рыбалочка так разлаживаюсь, все, что есть, то и показываю. Ничего, что я буду вырезать, там красивые кадры подбирать, там, как у меня лежит. Вот так вот, как я ловлю на рыбалке, так я и показываю. Там. Не на полочку, как не разлаживаю. Сейчас так раза 3 закину, карасика словлю, оно же место прикормится. Вот сейчас отражается, это от облаков как раз восход солнца отражается. Сейчас я вам дальше, вот смотрите видосы, я вам покажу аксессуар, очень полезный вот будет, я вам отвечаю. Вот я сколько уже насмотрелся на этот аксессуар и так видел, людей пока еще не видел в нем, я как-то не обращал внимания. А вот в интернете сколько я насмотрелся и решил приобрести. Я сюда вообще, наверное, я еще с папой сюда ездил в очень маленьком возрасте, я не знаю, наверное, да может с класса 1, наверное, сюда ездил. Потом подрастал и сам начинал ездить. Бывало, да, тут приезжал, это все-таки не прям где я живу рядом. Ну, минут, если на велосипеде ехать на обычном, не электровелосипеде, то, наверное, минут, может, ну, 15-20 сюда ехать. Ну, сюда все-таки тут лес кругом, поля, камыши, ставочек. И как-то раньше было страшно ездить, ну, когда я маленький был. Я всегда с собой собаку брал. У меня Дина собачка была, она и сейчас есть. Я брал она, ну, овчарка. Смесь с дворнягой, короче, овчарка. И я брал, и тогда у меня как-то было спокойнее. Я всегда так сидел, класс, повернулся назад, посмотрел, нету никого. А потом все нормально, и сейчас, понятно, уже возраст. Да. А раньше страшно, да, было ездить. Как-то побаивалась все равно. Особенно если с утра рано ехать, чтобы же на клев успеть хороший. Но это вот как видно, более крупная такая, крупненькая фракция вот на вот этом тесте. Смотрите, видно. А вот это тесто, рыбный запах, смотрите какое. Оно больше как сказать, тут есть игрушечный, ну и не игрушечный, как там, песок, кинетический песок, или как-то так называется вроде.
Ну, детский такой, как типа, не магнитный, он есть вроде и магнитный, там разный такой, как песок кинетический, вроде так называется, если не ошибаюсь. Вот отлично работает, вот мои рекомендации вам, берите всегда тесто синий карась, лунва, синий карась, вообще не прогадаете, везде клюет. Везде клюет и всегда клюет. Я вам покажу, смотрите. Вот. Лунва, синий карась. Это вообще просто топ. Вот у меня всего лишь, сейчас скажу, раз, два, три, получается, шесть видов теста. Ну вот это вот самый хороший. У меня уже люди просили, я им заказывал такое тесто, тоже со мной сидели на рыбалке, я им заказал, вообще идеально, говорят, вообще ловит отлично. Тут даже глютен не надо, тут есть уже глютен сразу. В составе глютен есть, тут уже поклевка была. Вот там в составе глютен есть. Можно даже не покупать глютен к этому тесту. Но я же говорю, я всегда добавляю везде 10% глютена. 10, 15, 20 по-разному. Я говорю, на глаз. Вот это люди говорят, надо через каждый раз, через мерный стаканчик, все это делать идеально. Но я прихожу сюда на рыбалку отдохнуть, расслабиться. Зачем мне вот это заморачивать, еще задумывать, сколько грамм, там смотреть, высматривать, насыпать, отмерять. Я так примерно на глаз делаю все, и у меня все отлично всегда получается. Сильно много воды, добавил чуть тесто. Мало воды, тоже добавил тесто. Пальцы смочил и руками помял и уже добавил воды. Ну и что тут, я не знаю, зачем тогда задуматься, запариваться этот. Дон, я идеально и все ловлю. И отлично. Уже второй год пошел, как я ловлю, я журю на это тесто, на херабуну. Зачем мне запариваться вот это? Лишний вес на себе вести. Я ж с портфелем езжу не на машине, я на велосипеде. На обычном велосипеде раньше ездил. Сейчас на электровелосипеде. Бывает на обычном тоже проезжать, потому что надо же колени разминать тоже. А вот и карасик. Видите, раз уже начинает клювать. Прикормил как уже. Вот и карасик первый. Вот такой вот карасик. Берем садочек. Садочек, это в этому садочку, это еще моего дедушки садочек, я не знаю, но ему лет. Блин, ну он старше меня. Короче, ему, наверное, лет... Да лет 30, наверное, есть. Да, лет 30, наверное, есть этому садочку. Если не ошибаюсь, но 30 точно есть. А вот теперь я вам покажу аксессуар, который я приобрел, очень нужный для рыбалки. Сейчас мы его достанем. Вот, идет он в такой коробочке, жесткий кейс. Кейс жесткий, от компании Select. Это украинский производитель. Очень хорошие и качественные очки. Короче, с поляризацией. Ну, тяжело говорить. С поляризацией, короче. Вот так вот. И тряпочка идет тут. Салфетка, чтобы протирать линзы. Очень хорошие, вот смотрите, показываю ближе. Вот такие очечи, полярики еще часто называют. Вот такие хорошие. Вот я еще прикупил к ним шнурочек. Он идет вообще отдельно, нету шнурочка. Это для того, чтобы если упадут, не потерять. Там может и кому-то, знаете, там, чтобы крепче сидели. Ну, вообще идеально. Смотрите, сейчас показываю, как они сидят. Так, одеваются. Опля. И теперь очень полезный девайс. Вот сейчас солнышко светит, блики. Вообще идеально в них смотрится. Хорошо смотрится, все видно. Вот так, оп, одели. Отлично просто. Шнурочек сзади. Подтянули, как вам нужно. Шапочку так сверху. Одели там кепочку, что хотите. Поправили. Протерели хорошо. Вот. Сейчас нужно их хорошо протереть. Я смотрю, вот. И снутри есть мусор. Так вот взяли, дели и ловите. Я же говорю, просто когда солнышко, сейчас солнышка нету, встает, я вот так всегда, предыдущая рыбалка, вот так меня видели, я так прищуренный сидел, мне по глазам било солнышко это. А так одели, потерли и забыли. А когда очень ясно, я вот уже их пробовал, дома так ходил по двору, когда ясно,
Когда солнышко светит, это вообще идеально. Можно на солнце смотреть. Тут еще защита от ультрафиолета есть. Такие вот прорезиненные. Тут еще на носик, когда одеваете, тоже вот резиночки есть прорезиненная. И брал я, получается, без нижнего обода. Ну, не обода, я не знаю как. Нижние рамочки тут. Чтобы можно было, когда мусор, чтобы не скапливался в нижние рамочки, а просто взял салфеточкой, стер. Так, одели. И все, и погнали. Вот я смотрю водичку, я вижу все просто более темнее. Я брал как среднего затемнения, ну типа вот коричневый. Есть ярко коричневый, ну как светло-коричневый. А у меня вот ну они были как прозрачные тут, коричневый, может мои глаза даже видите. У них есть, который хамелеон тут. Ну разные, какие, короче, какие хочешь есть. Линзы пластмассовые. Там углепластик, вроде как-то такое что-то. И все идеально. Я вот поплавок вообще вижу яркими цветами. Вот снимаю. Мне вот, я вижу хорошо в воде, что это вот находится. Вот. Колесо очень четко хорошо вижу. Вот так оно не видно, оно отражает небо. Короче, очень полезно. Вот девайс, я уже это понял, очень полезно. Потому что я же говорю, я всегда сидел, у меня глаза, потом я первый день как посидел на рыбалке, приехал после зимнего простоя. Я приехал на рыбалочку половить, я посидел первый день, утром на следующий день просыпаюсь, а у меня вокруг глаз какие-то, не помню, такие разводы. Я не понял, что за прикол. Ну, типа, знаете, как помутнение вокруг глаза. Проснулся, я такой аж испугался, думаю, что происходит. А это просто, оказывается, может, я догадываюсь, что это было... Я насмотрелся блика этих всех, вот я сидел, там полдня посидел на рыбалочке, и у меня как-то какое-то, я не знаю, было, как последствия после этого. Ну, потом пару часиков, и оно прошло. Так что вот так вот. Я вижу отражение до солнца, но я вижу солнце нормально, нету этих бликов. Вот я закинул поплавок, я его вижу хорошо дальше. Вот. Вижу, как клюет, смотрите, только закинул. Уже карась. А нет. Ну, поклевка уже сразу была. Так что сейчас он расклюется и будет он клювать тут на все клюет. Поставьте лайк, подпишитесь и прокомментируйте. Ну вот. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Вот. Мне очень это мотивирует, мне очень приятно это с вами пообщаться. Вот. Пишите, я отвечаю на все комментарии, Еще осталось для очень более комфортного рыбалочки, это такую стулочку какую-то приобрести, такую прям мягенькую, хорошую. Это тоже мягенькая, хорошая, это еще тоже много лет этой стулочки. Может даже моего дедушки, я не знаю. У меня всего много дедушек. У меня есть даже с двух частей составные удочки. Двухсоставные, короче, удочки такие. Металлическая типа идет часть от самого низа. Потом вторая часть вставляется там бамбук вроде, да. И на этих, как сказать, на крючочках намотана такая леска вот так. Ну, я когда-то покажу, если они, не знаю, и остались, я не помню, да, где-то есть у меня эти удочки. Да, посмотреть. И покажу вам, ну, это еще дедушки да удочки еще. Я на них ловил, что они такие длинные, наверное, тоже, наверное, какие-то метров, наверное, 5-6, может, метров. Вот так, тут двухсоставные я привязал на велосипед, возил вообще идеально. Я закинул тоже легенькие, хорошие, алюминиевые. Как коннектор, как будто подсоединяется, удлиняется удочка. Тоже прикольно. А ну напишите мне в комментариях, идут мне эти очки или нет. В июне или в июле поеду на большого карася. Там и на кормушку я буду сидеть, на кормушке сидеть, ну и на херабуну посижу. Там карасик такой 500-800 грамм, есть и 1,5 килограмма карасик. Потом я вам еще в дальнейшем покажу, как я тараночку делаю. Я там хочу новые способы попробовать засолки тараночки, ну и сушки, конечно же. Я вам покажу все, смотрите, на канале будет много разных видосов, уже интересных. Вот пишите, что вам еще интересно. Может, чего-то еще хотите посмотреть и узнать. Ну, вот, я знаю, что некоторые смотрят меня с города. Может, им тоже интересно. Ну, что-то, может, из сельской жизни. Пишите, я вам покажу. Я тоже и в городе жил, и в селе жил.
что-то перестало клювать, едем, наверное, на другой ставочек. Сейчас переедем, там недалеко, минут 5 ехать. Сейчас соберемся, переедем, и там я включусь уже. Покажи тоже ставочек. Ну тут что-то сейчас притихло. Солнышко поднялось и притихло клев. Поедем там еще попробуем. Там я еще в этом году не пробовал ловить. Приехала на другой ставочек, уже закинул. Смотрю, жду. Поклевочка уже есть. Уже одного карася вылетел. На такую с ладошечку даже попадаются тут. Такой ставочек тут. Туда сливается вот тот в нижний ставочек, на котором я сидел только что. Сейчас приехал на верхний. Посмотреть, что тут. Тут вроде карасик, говорят, должен покрупнее быть, но он тут не клювал. Сейчас что-то проклевывается. Пытается. Что так, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Знаете, какая погода хорошая, вообще просто. Там местами где-то смотрю, там абрикоса он цветет, там он абрикоса цветет. Вообще прикольно. Ну все, будем завершать рыбалочку. Вот мой улов сегодняшний. Смотрите. Ну, штук где-то 50-60. Около 50 штук, короче. Где-то так. Вот тут карасик покрупнее, чем в тот раз. Сейчас еще ближе покажу. Смотрите, на травке зеленый. Вот такой вот карасик. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.